Все уже знают и видели, как живут поляки в больших городах, да и мы сами успели в 6 побывать. Но как обстоят дела в маленьких селах с парой тысяч жителей? Насколько здесь все плохо или хорошо? Узнаем в этом видео. Вас ждет прогулка по 2 польским селам с 3,5 и 5 тысячами жителей. Причем, спойлер, меньшее поселение удивило меня сильнее. И начнем мы нашу прогулку с деревни Белый Дунаец. Село находится в Малопольском воеводстве и насчитывает чуть более 5 тысяч жителей. Да и сразу скажу, что в этом видео мы будем исследовать с вами самый юг Польши, а точнее поселение около Закопаны и Татр. Кстати, вокзал Белого Дунайца старенький, помятый жизнью, но довольно милый. А добраться сюда проще всего с Новой Тарго, Закопаны или Кракова. Села находятся возле ЖД-станции, так что, как по мне, поезда и электрички – это идеальный выбор транспорта, чтобы добраться в это место. Но нам, конечно, не повезло, и в ближайшие месяцы поезда работать не будут, потому что проводятся строительные работы, поэтому мы приехали сюда на автобусе, это было дольше. Вот, а так было бы 10 минут, а получилось где-то 20 с чем-то. Заходим в само село и сразу чувствуем его приятную атмосферу. Через Белый Дунаец протекает одноименная горная река, а в целом село состоит из 11 улиц, которые можно обойти примерно за час. История Белодунайца начинается с середины 16 века, когда на этом самом месте проживало 6 крестьян. 15 лет спустя село основали, а главным занятием жителей стало, конечно же, овцеводство. В 1950-х село было электрифицировано, потом построили дом учителя и оздоровительный центр. За ними пошли почта и банк. А в 90-х годах село было обеспечено водопроводом, канализацией и развито телефонной сетью. А вот и первый магазин. Сначала я думала, он локальный, но нет, оказалось, таких грошиков раскидано больше 2000 по всей Польше. Чтобы вы понимали, мы только зашли в Белый Дунаец, а уже наснимали здесь миллион кадров, потому что здесь, очень красиво. Здесь просто каждый дом вот такой вот атмосферный, деревянный, уютный. Прям все сделано в одном стиле, и здесь очень приятно гулять. Несмотря на то, что здесь машины, конечно, ездят, все-таки тут своя такая трасса, где-то идут ремонт, где-то еще что, но петухи, атмосфера, красота, солнце. Хорошо. А вот так выглядит церковь Белого Дунайца. Согласитесь, здание очень красивое и лаконично вписывается в концепцию этой деревни. Но кроме этого, ее наличие, в принципе, в очередной раз подтверждает тот факт, что поляки очень верующие и религиозные люди. Жабка. Да, они добрались и до сел. Но смотрите, в каком красивом доме она расположена. Злая собака, еще одна. А рядом просто какая у нее будка. Подведя некий итог, хочу сказать, что деревня Белый Дунаец – это не только классное место для того, чтобы здесь пожить какое-то время, особенно летом, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, но приехать сюда на один раз, на одну прогулку тоже очень классно, и я всем советую это сделать, потому что рядом еще Закопаны, и оттуда можно сюда спокойно приехать. Вот, и что могу сказать, что здесь уникальная атмосфера, здесь чисто, ухоженно, здесь даже ведутся ремонты дорог, если это необходимо, а это село. И также здесь, конечно, много животных, начиная от незлых собак, заканчивая коровами и лошадьми, везущими повозку. Так что этому селу, деревне, хотя не поворачивается язык сказать это слово, я ставлю самый высший балл. И движемся дальше. Пупсик.
И вот так плавно мы переходим с вами в новое поселение, которое называется Шафляры. Шафляры – это еще одна деревня в том же Малопольском воеводстве. Она находится дальше от Татр, чем Бялый-Дунаец, но наполнена большим количеством интересных мест. И при этом здесь живет еще меньше людей, всего 3500. И так как мы идем по порядку, что видим, то и показываем, то первая наша локация в Шафлярах – это термальные источники. В горном регионе термальных источников в принципе много, но мы остановимся на этом, потому что горячий поток – это лучшее подобное место отдыха, учитывая качество, цены и плотность отдыхающих. Да, сейчас здесь много людей, но поверьте, в других местах еще больше. Мы сами сюда уже не раз приезжали, а целых 2, поэтому могу вам советовать. Да, это было летом, но зимой сюда тоже можно приехать. Билет на 1,5 часа стоит 65 злотых, на 2,5 – 85, а на целый день 119, что мы, собственно, и выбирали. За эти деньги вы можете поплавать или посидеть в бассейнах разной температуры, скатиться с 3 горок, уснуть в гамаке, ну если летом, а также развлечься, танцуя с диджеем. Еда обойдется вам в лишние 40 злотых, но выбор порадует. Также в комплексе присутствует спа и дополнительные опции для релакса. Тут же в 2 шагах, ну а точнее в 400 метрах, там находится кемпинг. Классное место для любителей автотуризма, желающих отдохнуть в окружении природы. За что я в принципе люблю юг Польши, так это за природу. Можно отдохнуть в таком кемпинге с видом на горы, а можно подняться в эти самые горы, в какое-нибудь спокойное место, чтобы побыть вдали от шума и людей. В Татрах есть куча локаций для отдыха с палаткой и зимой, и летом, причем неважно, когда вы собираетесь устроить такой отдых, у меня есть для вас полезный сайт, с которым вы сможете сэкономить. На Е-каталог есть отдельная категория по товарам для туризма, но нас интересуют палатки. Выбирайте нужные фильтры, цена, количество мест, сезонность, вес и так далее. И подбирайте лучший вариант для себя, как палатку, так и магазин с самой выгодной ценой. А если вы планируете палаточный отдых летом, то можете сохранить в закладке варианты, которые понравились. Напомню, что Е-каталог работает как в Польше, так и в Украине. Обе ссылки оставлю в описании, пользуйтесь и экономьте. Возвращаемся к нашим Шафлярам. Деревня возникла еще в средних веках, тогда его центром служил замок, которого уже, к сожалению, нет. Под конец 20 века Шафляры были популярны как место дислокации крупнейшего лыжного бренда Польши. Затем появились термы и стали визитной карточкой Шафляр, привлекая туристов. Сейчас деревня Шафляры – это идеальное место для спокойного и водного отдыха. Кстати, как вы заметили, качество дорог здесь очень хорошее. И плюс ко всему, много где можно увидеть велодорожки. Движемся дальше, и следующее, что мы видим, это футбольное поле. Рядом находится спортивный клуб, так что да, спорт в Шафлярах присутствует. Вы не поверите, но красивое здание сзади меня – это начальная школа. Ну ладно, может, по детям вы поняли, которые там бегают, но в целом, что? Начальная школа. Аутентично, красиво, необычно выглядит, и какое современное здесь поле. Я просто в восторге. Тут есть беговые дорожки, красные, красивые, которых в моей школе в большом городе-миллионнике не было. А здесь, в маленьком селе в Польше, есть. Тебя не слышно? Ну да, Андрей сказала, что так можно было. Оказывается, можно. Кстати, про климат. Он здесь умеренно холодный. На протяжении года температура воздуха колеблется от -6 до 22 градусов. Из архитектурных достопримечательностей здесь можно выделить вот эту церковь, которая была построена в 19 веке. Мы сначала не поняли, почему возле нее стоит столько пожарных машин, а потом оказалось, что нам повезло попасть на свадьбу в Шафлярах, где женихом был, очевидно, местный пожарный. И интересно, что как раз рядом возле нее, буквально вот там, стоит куча машин, но на самом деле на том месте находится рыночная площадь в селе, и даже тут она есть. Да,
Добавим немного деталей. Если изучить Белый Дунайц по наполнению, то кроме того, что мы показали, здесь также есть множество гостевых домов, различные магазины, спа-локации, друкарня и даже пиццерия. В случае с Шафлярами можно найти еще больше гостевых домов, кучу курортов, а также цукерни, бар, химчистка, небольшой зоопарк, хоть и запущенный, судя по отзывам, и овчинная фабрика. Говоря про овечек, нельзя не вспомнить про знаменитый овечий сыр в форме веретена и украшенный узором оцепек. Родом оцепек из южного региона Польши, Подгалья, в котором мы сейчас с вами и находимся. Рецепт этого сыра дошел неизменным с 18 века до нашего времени. Процесс производства не самый легкий, потому что все делается вручную, а настоящий осципек сложно найти даже в сезон. Но если найдете, попробуйте. И обязательно с клюквенным джемом. Ну, если брать в целом, то я заметила, что все-таки структура улиц в Белом Дунайце и в Шафлярах немного разная. И еще один такой нюанс заметила в Шафлярах именно, это то, что здесь в некоторых домах есть стеклянный вход, очень красивый. Вот мы сняли для вас пару кадров, и вот это такие вот отличия. И да, здесь есть заброшенные здания, в которых никто не живет, которые заросли травой. Да, здесь есть немного мусора в некоторых местах, но это все настолько мизерный процент всего занимает, что об этом даже говорить нет смысла. Если честно, я в какой-то момент вообще засомневалась, что мы находимся действительно в селе, и думала, мы что попутали с картами, но нет. Потому что, согласитесь, все, что мы сегодня с вами видели, очень трудно назвать деревней или селом. Ну, возможно, стереотипы просто такие. И я надеюсь, вы сами на себе прочувствовали всю атмосферу этого места, почувствовали, как здесь приятно находиться. Так что делитесь в комментариях своими впечатлениями и мыслями насчет маленьких польских поселений. И не забудьте про лайк, потому что ваша активность всегда вдохновляет и, кроме этого, помогает нашему каналу продвигаться. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!